Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости и какие движения предполагаются сегодня по рынку, по доллару, нефти, золоту, серебру и другим активам. Так, давайте начнем с календарика. Что произошло, что предполагается, какие движения, какие действия. По Китаю вышла статистика, но какая-то она несколько противоречивая, потому что индекс деловой активности в разной интерпретации. В одном случае он, в общем-то, отличается от прогноза в меньшую сторону, в другом случае все наоборот отлично. Ну, здесь на самом деле есть ряд моментов, на которые я считаю необходимо обратить внимание. Первое, конечно же, то, что он находится выше 50%. Это указывает на то, что в производственном секторе Китая все обстоит на текущий момент достаточно хорошо. Далее, то, что касается совпадания, несовпадания с прогнозом. Ну, здесь ситуация неоднозначна. В одном случае он оказался хуже прогноза, в другом случае лучше прогноза. Разные источники, разные методологии. Но есть один момент, связанный, который не от Кайоксина, индекс деловой активности в промсекторе. Вот если мы посмотрим его график, то после мартовского обвала шел непрерывный практически безоткатный рост. А далее в конце года произошел слом тренда, то есть он перешел к снижению, к стагнации. И, соответственно, если такая ситуация продолжается, это указывает на то, что товары, которые производит Китай, они, наверное, не очень востребованы ни в самом Китае, ни за пределами. Хотя, с другой стороны, идет нарушение логистических цепочек, дефицит то одного, то другого, и, соответственно, рост цен. Вот такая вот складывается достаточно интригующая ситуация, когда с одной стороны дефицит всего, надутие пузырей, с другой стороны какие-то непонятные движения идут в китайском производственном секторе. Если мы возьмем аналогичный график индекса деловой активности в промсекторе Китая от Кайоксин, то здесь закономерность, она, в общем-то, аналогичная, но здесь текущие данные, которые вышли сегодня, они указывают на то, что восстановился положительный тренд и пошел рост. Для того, чтобы это утверждать, необходимо еще хотя бы одно значение получить, и там будет видно, восстановился рост или это не более чем статистическая погрешность. Ну или кто-то маркером что-то нарисовал. Итак, друзья, резюмирую ситуацию по Китаю. В целом, пока производственный PMI находится выше 50%, это указывает на то, что там более или менее хорошо идут дела. С другой стороны, наметился с конца прошлого года негативный тренд, снижение PMI, но в ближайшее время есть вероятность того, что этот тренд будет сломлен и здесь наступит рост. Для того, чтобы это утверждать, необходимо, чтобы следующий индекс, который выйдет, он был положительный, лучше ожиданий. Причем как от Кайоксина, так и, соответственно, индекс деловой активности в промсекторе обычный. Так, друзья, далее Германия, ВВП Германии. Это у нас в 11 часов. Ну, сами понимаете, эта информация, она может быть жизненно важна для евро. Так, ну и вот дальше 12 часов индекс потребительских цен. Как раз то, что напрямую влияет на соотношение привлекательности евро к доллару. Так, ну и ВВП еврозоны, уровень безработицы. Но на самом деле здесь, конечно, наиболее важные индикаторы по Европе – это ВВП Германии и индекс потребительских цен. Потому что это как движок крутится, это как то, что движок крутится, не обесценивается. Так, ну и вот что касается восстановления спроса на нефть. EIA прогнозирует, что во второй половине следующего года восстановится спрос на авиаперевозки. Ну, наверное, это будет связано с тем, что все-таки вакцинирование, оно переломит ковид. Канадская нефтянка уже как бы вовсю договаривается с сервисными компаниями. Особо, вроде бы, они даже и добычу не сильно снижали по сравнению со всеми остальными участниками рынка. И сейчас они начинают делать ставку на то, что произойдет значительное восстановление спроса на нефть и добычи. Ну, это опять же к вопросу вчерашней новости по поводу того, что с одной стороны хотят открыть Иран, с другой стороны обсуждают эмбарго на российскую нефть и газ. Потому что даже если будет рост спроса на нефть и газ, но при этом откроют Иран, надо будет еще куда-то пристраивать своих
которые добывают в ячейках. И поэтому, я думаю, вопрос в следующем году, возможно даже в этом, будет поднят уже на более серьезном уровне относительно введения эмбарго на покупку российской нефти и газа. Ну, как бы канадцы, они свои для Америки и для другого западного мира. И поэтому будут искать, куда пристроить ту нефть, которую добывают западные добытчики, саудиты, Иран. И, наверное, какие-то действия все-таки в отношении России ведут на эту тему. Так, но есть вот другая точка зрения, что ситуация с Индией, она в значительной степени будет оказывать влияние на мировое потребление нефти. Но на самом деле я так думаю, что все-таки Индия, она особой роли в дальнейшем не сыграет. Индийский фактор либо уже отыграл, либо в ближайшее время полностью исчерпается. Но и тем более еще в марте Goldman Sachs дал прогноз, что нефть в третьем квартале будет $80 за баррель. Конечно, высоко доверие Goldman Sachs, но вот возникновение иранского фактора, если там начнут вожжи отпускать, оно может $80 за баррель в третьем квартале-то и не сделать. Ну и по сути текущий скачок цены на нефть и ее рост связывают в основном с тем, что идет усиленный экономический рост, отскок после ковид. Ну, если действительно это так, и никаких сбоев в ближайшее время мы не увидим, тогда вероятно, что Goldman Sachs по поводу $80 за баррель в третьем квартале и прав. Но несмотря весь этот оптимизм в нефти, надо четко понимать, что движение в нефти, скорее всего, оно не продлится надолго. То есть сейчас все указывает на то, что отскок будет продолжаться, но в дальнейшем идет неуклонный рост числа электрических транспортных средств. За прошлый год аж на 40% вырос парк. И в дальнейшем это движение оно будет увеличиваться, ускоряться. И особенно здесь это затронет Европу, потому что Европа делает ставку на ускоренный переход на электромобили. Ну, сейчас все развитые экономики и страны делают такую ставку, но я так понимаю, в силу тех изменений и инвестиций, которые делает Европа, она планирует захватить доминирующее положение в вопросе электрификации наземного транспорта. Так, друзья, ну и вот в Китае сейчас идет процедура очистки банковских активов, показания реальной ситуации. Ну и, собственно говоря, вот этот процесс выявления плохих долгов, плохих активов, он в ближайшее время может оказать существенную негативную роль на китайскую экономику. Потому как у китайцев очень своеобразный подход к финансовой отчетности. И здесь надо еще понимать такой момент, что вот в прошлом году, в этом году началась перетряска и разговоры о том, чтобы изгнать китайские компании с американских площадок. Ну, здесь на самом деле два фактора. Первый фактор, ну, конечно, геополитику и конкуренцию никто не отменял, но есть еще и другой момент. Пока шел рост, ну, смотрели сквозь пальцы на то, какую отчетность предоставляют китайцы. Как только забрались на самые хаи и значительно увеличилась вероятность того, что какая-то непредсказуемая ситуация может вылезти наружу, сразу финансисты на Уолл-стрит очень сильно напряглись по этому поводу. А с учетом волшебства отчетности китайцев, там в любой момент может любая искра проскочить. Поэтому здесь фактор двоякий, он связан не только с геополитикой, хотя и с ней тоже, но еще и с чудодейственной китайской финансовой отчетностью. Ну и Amazon полон оптимизма относительно того, что будут только расти продажи, и, соответственно, это тоже один из факторов, который указывает на восстановление и продолжение восстановления американской экономики. Если, конечно, Amazon таким способом не пугает конкурентов. Так, друзья, давайте перейдем к графику. Ну, Китай месяц, судя по всему, будет закрывать у верхней границы вот этой консолидации. Сегодня идет небольшое снижение, но здесь ничего страшного нету. И текущая ситуация указывает на то, что в мае, возможно, по Китаю мы увидим все-таки пробитие вот этого значения 5160-5190. Хотя пугают ситуации с китайскими банками, что там могут вскрыться какие-то очень негативные обстоятельства. Так, друзья, далее индекс доллара. Пытается он развернуться вчера-сегодня. Пока непонятно, к чему это приведет.
И это связано с тем, что сегодня выходят данные об инфляции в еврозоне. Соответственно, если инфляция в еврозоне будет shift the expansion, то мы увидим весьма вероятно рост индекса доллара. Если она будет в пределах ожиданий или даже меньше, то тогда, несомненно, мы увидим продолжение вот этого нисходящего движения по индексу доллару. И на текущий момент сложившийся тренд вниз, то есть снижение стоимости доллара ключевым валютам, он сохраняется. Так, друзья, далее золото. Здесь закрытие было таким образом, что оно указывает на то, что, ну скажем так, такой моментальный сильный рост здесь, скорее всего, не произойдет, потому что закрытие было не очень позитивное. Тем не менее, оно все равно сохранилось в диапазоне в консолидационном 1766-1775. И сейчас на текущий момент здесь, вероятно, идет движение, цель этого движения сходить на 1775. Соответственно, это движение не пойдет, если сейчас все-таки происходит коррекционный откат и пробитие 1763-1764. Я думаю, все-таки сейчас больше вероятности того, что оно, по крайней мере, до обеда сходит на 1773. Так, далее нефть, Brent. Ну, вчера цель 68,5 сделали, но, видимо, близость автомобильного сезона в Соединенных Штатах дает о себе знать все больше и больше. На текущий момент сейчас идет консолидация, и в том случае, если мы сегодня 67,8 не пробьем в первой половине дня, то этот рост продолжится. Вот сейчас здесь на текущий момент вероятно разовьется движение на 69. Если будет коррекционный откат, движение вниз, и при этом не пробьет 67,8, ничего страшного, его выкупят, и весьма вероятно пойдет дальнейшее движение наверх. В том случае, если здесь возникает пробой, то у нас по нефти прямо напрашивается движение в район 66,5. Сегодня конец недели, конец месяца, ну и надо подбить бабки и зафиксировать прибыль. Так, далее S&P, вот беру часовой таймфрейм. Вчера, соответственно, у нас были рекорды. Сегодня, ну в связи с тем, что пятница, может быть, конечно, произойдет повторное движение вверх, но в большей степени напрашивается пробой 4190 и движение вот сюда, вот в район 4175. По ВИКСу, индексу страха и волатильности, вот эта неделя, она будет весьма вероятно определяющей. Посмотрим, как произойдет закрытие. Пока все указывает на то, что по ВИКСу все-таки началось движение вверх. Ну а движение вверх по ВИКСу — это снижение фондовых индексов. Так, друзья, далее серебро. Ну смотрите, по серебру у нас есть сильный диапазон, удержание которого это 25,93, 25,8. Если он удерживается, не пробивается, у нас сейчас формируется импульс движения вверх и цель его 26,5. Серебро сейчас находится в боковике. Единственное, какой здесь на текущий момент есть риск, что поскольку конец недели, конец месяца, во второй половине дня могут отлить все, включая серебро. Если происходит пробой этого значения, то цель движения у нас будет находиться в районе 24,6. На текущий момент ситуация не определена, и это связано с тем, что с одной стороны здесь пошел импульс движения в район 26,6, с другой стороны все-таки конец недели и конец месяца, и поэтому этот импульс может легко захлебнуться. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовик, но сегодня данные по ВВП Германии и инфляции в еврозоне, и соответственно он замер в ожидании этих данных. Но судя по тому движению, которое здесь происходит, у него настрой, как минимум пробить 1,2097 и как минимум сходить на 20,48, 20,50 вот сюда, вот к этому значению. Конечно, если сейчас пойдет противоположное движение с пробоем 21,38, то мы можем увидеть задерг и попытку движения на 22,25. Но я думаю, сейчас в связи с тем, что конец недели, конец месяца, все-таки, наверное, еврик немножко выпустят вниз. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но вчера у нас, по сути, произошел разворот. Теперь доллар обязан расти. Единственное, напрягает то, что мы вот эту штучку так и не потестировали. Почему произошел разворот?
конец месяца. То, что связано с налогами, вопросы закрыты, прибыль фиксирует, кто-то выводит. И поэтому здесь вполне вероятно, что сегодня мы все-таки увидим движение в район 75,3. Переходя на 4-часовой таймфрейм, сейчас решается вопрос, будет не будет откат и пробитие 74,5. Если такого пробития в ближайшее время, первую половину дня, не произойдет, у нас отсюда развивается импульс движения, первая цель 75,1 и потом попытка закрепиться 75,3. Если все-таки этот импульс будет, то рубль укрепится, цель движения 74,22, 74,1. И вот если он сюда сходит и эту цель отработает, тогда мы посмотрим, как будут развиваться события, но так сходу сказать сложно. С одной стороны, для того, чтобы, в общем-то, пошло движение на более сильное укрепление рубля, здесь, с моей точки зрения, требуется значительный рост цен на нефть. Потому что с учетом геополитики, других рисков, наверное, все-таки здесь его просто активно выкупают и ниже идти доллару и укрепляться рублю просто не дают. Так, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Но здесь, по сути, локальную цель 150 тысяч, 150 500 выполнили. Вот. Еще, конечно, бы ему сходить, переписать вот этот максимум, но, судя по всему, это будет уже не сегодня. На текущий момент он находится в боковике. В том случае, если возникает пробой 147 250, у нас отсюда пойдет движение, цель которого все-таки сходить на 145. Если мы с утра и днем не пробиваем вот это значение, то у нас движение будет развиваться в этом боковике на 150 тысяч. Я думаю, все-таки больше вероятность того, что пойдет движение вниз. Ну, здесь как бы просто обстоятельства так складываются, конец месяца. Так, друзья, далее Сбербанк. Здесь у нас достаточно хорошо складываются обстоятельства. Если закрытие будет выше 296 дня, недели, месяца, то это Сбербанку в мае придаст второе дыхание. Да, здесь с одной стороны рисуется страшная разворотная формация на месячном таймфрейме. Так, ну и переходя на часовик, на что хотел обратить ваше внимание. Вот у нас здесь ситуация следующим образом развивается. Если сейчас не идет с утра пробитие диапазона 294,7, 296, вот этого диапазона, то мы сегодня отсюда продолжим движение, цель его будет сходить на 300. Если здесь возникает пробитие, то у нас пойдет импульс, который откатит его на 291 и потом 287, вот сюда вот. Ну, технически сейчас здесь указание на то, что пойдет движение наверх. Но с учетом того, что конец месяца, конец недели, я думаю, либо после вот этого движения пойдет откат и попытка пробить диапазон и уйти ниже, либо сразу. Так, друзья, далее Газпром пугает нам всякими страшными новостями. Но смотрите, здесь на самом деле ситуация не такая страшная по Газпрому, потому что 229 так и не пробили. То есть он находится вот в этой консолидации. И на текущий момент идет движение, у которого конечная цель сходить на 234 и потом потестить 236,2. Сегодня такое движение может произойти, если не будет дальнейшего отката вниз и пробоя 229. Но если такой откат будет, то Газпром уйдет искать поддержку на 225. Так, друзья, далее Норникель, немножко он захандрил, на то есть основания, но вот этот уровень 26, 25 800, если он удерживается, не пробивается, то немножко он походит в этом диапазоне и пойдет переписывать максимум. Так, ну и по часовику здесь у нас боковик, замерло все в боковике, верхняя граница 26 500, нижняя 26. Соответственно, если у нас возникает пробой 26 тысяч, то он в этой ситуации может пойти искать поддержку в районе 25 300, 25 200. Если он отсюда не выходит из этого диапазона, то уже сегодня, либо в понедельник пойдет движение, цель которого будет пробить 27 180 и улететь, переписывать максимумы. Друзья, все, основные активы. Спасибо за внимание.